Всем привет! Добро пожаловать на канал Минифакт. Храп – явление распространенное, однако когда храп сопровождает вас каждую ночь, нужно обратить на это внимание. Это патология, которая может перерасти в остановку дыхания во сне. При таком нарушении в легкие на время прекращает поступать воздух. В результате снижается уровень кислорода в крови, что может стать причиной кислородного голодания органов и тканей. Почему человек храпит? По данным Всемирной организации здравоохранения, храпу подвержены 24% женщин, 40% мужчин и 10-12% детей. В научной среде это ночное явление называют ронхопатией. Для ее развития есть 4 основные причины: увеличенные аденоиды, поврежденная или кривая носовая перегородка, патология небного язычка и большие миндалины. Увеличенные аденоиды представляют собой расширенную лимфатическую ткань. Искривленная носовая перегородка – это либо наследственная патология, либо следствие травмы. Аномальное удлинение небного язычка – часто врожденная особенность человека. Механизм храпа объясняется снижением плотности мышц носоглотки. Воздух, проходя по дыхательным путям, заставляет мышцы вибрировать, что вызывает храпение. С возрастом общий мышечный тонус снижается, из-за чего появляется или усиливается храп. Кроме того, он может проявляться у здоровых женщин во время беременности. Эта болезнь прославила одного швейцарца, Каре Валкерта. Шум от его храпа достигает в 93 дБ. Это сравнимо с шумом товарного поезда, проходящего от вас в 7 метрах, что провоцирует появление данного храпа. Основная причина того, что люди храпят – нездоровый образ жизни. В группе риска люди, страдающие ожирением. Из-за жира в области горла происходит сужение дыхательных путей. При вдохе в районе носоглотки возникает давление, что заставляет мышцы неба вибрировать. Чаще остальных храпят курильщики и любители выпить. Вещества, содержащие в сигаретах, вызывают воспаление слизистой. Из-за отечности становится тяжелее дышать, что приводит к храпу. Пьяный человек может раздражать окружающих не только будучи в сознании, но и во сне. Алкоголь действует как мышечный релаксант, в том числе и на мышцы неба, поэтому выпивший будет храпеть намного громче трезвого человека. Главная проблема в том, что эти причины нередко дополняют друг друга, и никакие тычки в бок типа «Эй, братан, успокойся» или похлопывания не помогут. Приходится идти спать в другую комнату или покупать сверхплотные беруши. Если человек, ведущий относительно здоровый образ жизни, вдруг начинает храпеть, это повод обратиться к врачу. Возможно, тяжелое ночное дыхание – симптом серьезного заболевания сердца или повышенного кровяного давления. На этом у меня все. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк под данным видео. Спасибо за просмотр. Успехов!